Поскольку старший шахзаде Хюррем из Сулеймана Мехмед родился в 1521 году, то предполагается, что Роксолана попала во дворец в 1520 году. Это был год восхождения Сулеймана на трон Османской империи, и он, как и все, хотел что-то менять. Стремилась ли Хюррем стать Валиде Султан? Навряд ли. Его глаза, его стихи, вся его душа сделали Хасики пленницей своего султана. Стать Валиде значило потерять падишаха. Его смерти как раз и не хотела Роксолана. Однако все мы понимаем, что Анастасия Александра Лисовская стремилась всю жизнь к тому, чтобы из претендентов на престол остались только ее сыновья. Таким образом, Хюррем рассчитывала, что шахзаде, взошедшая на трон, пощадит своих братьев. Так что же случилось в этой монаршей семье? Почему при такой огромной и чистой любви, как у Сулеймана и Хюррем, такая печальная судьба детей и внуков? Даже если предположить, что произошедшее с Баязидом и его детьми – это следствие недостойного поведения самого шахзаде, то почему так рано ушел Мехмед? Или за что Селиму досталась такая короткая жизнь и такой нелепый конец? А Джихангир? Почему он родился с горбом? Давайте попробуем разобраться, используя иной взгляд на эту историю. Я недавно рассказывала вам о ритуалах и обычаях родов в Османской империи. Я беременна. В частности, о том, как все происходило во дворце в династии. Посмотрите это видео, если вы еще не видели. Оно увлекательное и забавное. Ссылка вверху справа и в описании к этому видео. Так вот, согласно традициям и поверьям, беременные женщины до самого последнего момента, пока это не станет очевидно, скрывали свою беременность от посторонних глаз. Однако, согласно и сериалу, и историческим сведениям, Хюррем кричала о своих беременностях на весь дворец. Для начала раскрою тайну. В истории Валиде Султан никогда не планировала выдавать Хюррем замуж за сына Паши. Между Хасики и матерью султана почти не было никаких разногласий, и даже существует четкое убеждение, что именно Валиде отправила в первый раз Хюррем на хальвет к повелителю. И в это трудно не поверить, ведь согласно внутреннему регламенту дворца, привилегия выбора наложницы для ночи с султаном принадлежала именно Валиде или главному евнуху. Древнее поверье гласит, цитата: «Если беременную прокляли, то либо ее ребенок будет мало жить, либо пойдет на забаву дьяволу, то есть будет жить по-дьявольски, а не по Божьим законам». Сложно даже себе представить, как можно не бояться Божьего гнева тому, кто посылает проклятие будущей маме и ее детям. Родовое проклятие считается самым сильным. Это знают не только маги и астрологи. Так неужели дети Хюррем и Сулеймана были прокляты? Кто пожелал их шахзаде такой судьбы и как понес за это наказание? У Сулеймана Великолепного было несколько потенциальных престолонаследников. Однако, пока в гарем султана не попала Хюррем, у него был единственный сын, который должен был взойти на трон после смерти повелителя. Этим шахзаде был Мустафа, сын Махидевран. Противники Хюррем часто говорят о том, что лучше бы ее не было. Тогда бы все в жизни Махидевран и Мустафы сложилось по-другому. Но это, скорее всего, не было бы так. Согласно законам династии, иметь одного шахзаде в качестве будущего султана было недопустимо. Ведь если с ним что-то случится и он умрет на войне или от чумы, то семья османов теряет возможность далее управлять империей. Потому все султаны имели много наложниц, которые должны были родить ему как можно больше шахзаде. И если бы в жизни Сулеймана не появилась Хюррем, то в любом случае были бы другие наложницы. И как знать, нашлась бы еще такая же женщина, как Хюррем Султан. Сцена драки между Махидевран и Хюррем фигурирует в послании итальянского дипломата Венеции Бернардо Наваджера. Он написал:
что Махидеврам царапала Хюррем лицо, выкрикивая проклятие. После этой сцены, как мы помним, Сулейман встал на сторону Хосеки и сослал Махидеврам с Мустафой в Манису. В венецианских отчетах указывается, что Махидеврам и Хюррем сильно враждовали. А что тут неубедительного или удивительного? Любая женщина боролась бы за свою любовь и за своих детей. Использовала ли Махидеврам магию проклятия? Нет ни капли сомнения в том, что да. В свою очередь, в отчете другого венецианского посла было указано, что, получив известие о смерти Мустафы, Махидеврам так кричала, что ее слышно было далеко за пределами дворца. При этом они описывают проклятия, которыми бедная мать одаривала детей Хюррем и ее саму. Так что, безусловно, шахзаде Сулеймана были прокляты. Объяснить иначе их такую несчастную судьбу вряд ли возможно. В свою очередь, зная судьбу Махидеврам, можно предположить, что она потеряла сына и внука, получив возмездие за свои проклятия. Что вы думаете об этом? Поделитесь с нами в комментариях. А на сегодня все. Не пропускайте главное, подписывайтесь на канал и посещайте вкладку сообщества, чтобы узнавать про Османскую империю то, что остается за кадром наших видео.